Александр Лукашенко признал де-юре и де-факто Крым российским. Крым де-факто, я тогда еще сказал, де-факто, это российский Крым. Тогда, по-моему, что и был, не был референдум, я не помню. После референдума и де-юре Крым стал российским. И это не случайность и не оговорка. Я хочу напомнить, что до этого уже два человека из команды Лукашенко, Андрей Савиных и Владимир Макей, также признали Крым российской территорией. Однако есть один важный нюанс. В связи с этим хочу напомнить, Александр Лукашенко не является легитимным президентом Республики Беларусь. Он является обычным гражданином, таким же, как мы с вами. Конечно, как обычный гражданин Республики Беларусь, Лукашенко вправе и может высказывать свое субъективное мнение по поводу статуса Крыма. Но это не означает, что Республика Беларусь признала Крым российской территорией. Мы Крым российским не признаем. Меня, конечно, очень удивляет молчание со стороны моих коллег и представителей демократического лагеря Беларуси по поводу заявлений со стороны нелегитимного режима о статусе Крыма. Это тот момент, когда молчать нельзя. Вчера Россия оккупировала Крым. Завтра она оккупирует Беларусь. А мы все молчим. А почему, кстати, молчим, друзья? В связи с вышеизложенным, как гражданка Республики Беларусь, я заявляю следующее. Крым является украинской территорией. Несмотря на аннексию Крыма в 2014 году Российской Федерацией и проведенный следом, якобы закрепляющий эту аннексию референдум того же 2014 года, который был организован незаконно на оккупированных территориях и под дулами автоматов российских солдат. Крым должен быть возвращен Украине. Никаких других трактовок в отношении Крыма мы не признаем. Крым украинский. Другого мнения, подчеркиваю, быть не может, что бы ни говорил обычный гражданин Беларуси Лукашенко. Живи Беларусь и живи Украина! Я просто хочу пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Ну, если не в Крыму уже, ну, может, в Питер